Привет всем! Мы хотим сегодня немножко затронуть именно квадрат Пифагора, с которым мы работаем. Хотим немножко вам рассказать, что там интересно, для чего вообще мы его берем, почему мы занялись так нумерологией довольно серьезно. Смотрите, все большие компании, все эзотерики, то есть они всегда просматривают, естественно, когда набирают себе людей. И вот как раз по квадрату Пифагора можно определить, насколько человек работоспособный, насколько он может принести успех в компанию, в ту же самую, либо же в партнерство какое-то. То есть все это можно рассчитать, просчитать и понять, что же будет дальше, как говорится. То есть стоит ли принимать, например, человека или нет. Но я так говорю поверхностно, и вот мы хотели бы вам показать кое-какие вещи сегодня. Так, ну что, давай мы сначала быстренько сейчас формулу по квадрату Пифагора, потом мы поговорим и пару дат, может, разберем. Смотрите, то есть мы используем классическую формулу квадрата Пифагора. Вот, не используем никаких дополнительных коэффициентов. Квадрат Пифагора существует достаточно давно, да. Вот, по нему все прекрасно видно, психотип человека, да, то есть насколько он реально, как Лиля сказала, работоспособен, насколько он вовлекается в работу, да, то есть насколько у него есть способности эзотерические, тоже все это можно посмотреть. Давайте сначала саму формулу, дальше потом разберемся. Вот, смотрите, так, как мы считаем квадрат Пифагора? Вообще, зачем формулу нужно знать самим и уметь ее считать, да, то есть вы с нами вместе можете просчитать сейчас эти пару дат, которые мы возьмем. Дело в том, что в интернете очень много всяких, грубо, калькуляторов, которые квадрат Пифагора считают, но они идут с погрешностями. Есть еще один такой момент. Ну, конечно, если поискать, можно найти, но трудно рассчитать именно даты, которые там 1800 какого-то года, 1700-го. Мы очень любим с Лилией просматривать именно знаменитых людей, да, чем они выделялись, почему они так стали именно знаменитыми. Мы очень любим эзотериков, тарологов, да, то есть кто у нас второй изобрел, мы любили посмотреть и прочее, ну, мы их матрицу уже... Юля, не забудь про маньяков, мы очень любим их смотреть. Да, мы маньяков смотрели, то есть действительно, то есть там есть очень хорошие прям показатели, да, то есть маньячности. Очень интересно. Давайте, ладно, поехали. Формула квадрата Пифагора, как она считается? Лиль, дату какую берем? Давай, наверное, возьмем вот сегодня последний мой клиент. Это 9 декабря 1987 год. Так, записываем. 09, 12, 1900... Какой, 87-й? 87, ага. 87-й. Мальчик, наверное, да? Такое подозрение. Да. Вот. Так, смотрите. Сама дата рождения, это являются доминантные числа, да, которые вносятся в квадрат Пифагора. Сейчас пока смотрим, потом все поймем. Дальше мы рассчитываем дополнительные числа, цифры. Вот. Первое дополнительное число рассчитывается так. Это сумма всех чисел даты рождения. 9 плюс 1 плюс 2 плюс 1 плюс 9 плюс 8 плюс 7. И равно у нас... Сейчас, секунду. $37. То есть тройка и семерка — это дополнительные числа. Первое дополнительное число. Второе дополнительное число рассчитывается у нас так, как сумма первого дополнительного числа. 3 плюс 7 равно 10. Это второе дополнительное число. Третье дополнительное число рассчитывается как первое дополнительное число минус, так, 37 минус удвоенное число дня, не дата, дня рождения. Если здесь, смотрите, то здесь есть вопрос. Если здесь стоит 0,9, то берем мы. 0 мы не берем, то есть так как в квадрате Пифагора цифры записываются первого дня рождения как просто девятка, да, то есть в данном случае, то есть 9 умножить на 2. 9 умножить на 2. То есть получается 37 минус 18 это 19. Вот. Это третье дополнительное число. И четвертое дополнительное число у нас это сумма чисел третьего дополнительного числа. Единица плюс девятка. И равно опять 10.
Так, квадрат Пифагора, матрица личности рисуется так. Это 9 ячеек, которые заполняются по порядку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть единицы заносим сюда, двойки заносим сюда, тройки заносим сюда. Сколько у нас получается единиц? Единиц получается 1, 2, 3, 4, 5. 5 единиц. Так, двоек у нас 1. И все. Двоек у нас 1. Троек у нас тоже 1. Четверок, пятерок, шестерок вообще не вижу. Оставляем пустыми. Семерки у нас 1, 2. Так, восьмерочка у нас 1. И у нас, по-моему, очень хорошо с девяточками. 1, 2, 3. Мальчик был, да, с проявляющимися эзотерическими способностями, да? Я так подозреваю. Угу. Да. Вот. Так, давайте еще на примере одной даты посчитаем. Вы считаете за нами, то есть формулу выучить не трудно. Вот. Пару десятков раз посчитайте и запомните. Вот. Еще одну дату сказать. Давай, какую дату еще возьмем? 12 февраля 1979 год. Так, 12.02. Какой? 1979. 1979. Да, красивая дата. Так, опять. Это наши доминантные цифры, которые мы тоже заносим в матрицу. Первое. Дополнительное число сумма, да? Всех чисел даты рождения. Один плюс 2, плюс 2, плюс 1, плюс 9, плюс 7, плюс 9. И равно у нас 31. Второе дополнительное число. Это опять же первое дополнительное число, цифра, да, то есть мы ее складываем. 3 плюс 1 равно 4. Третье дополнительное число. Вот третье дополнительное число это у нас первое дополнительное число, то есть 31, минус удвоенное первое число дня рождения. 1 умноженное на 2. И равно у нас 29. Смотрите, то есть вот равно 29, то есть у нас дополнительные числа двойка и девятка. Так, четвертое дополнительное число это сумма третьего дополнительного числа. 2 плюс 9 равно 11. Смотрите, я еще кое-что хочу сказать. То есть есть такие моменты, они встречаются и в прошлом веке, ну, в 1900-х годах, да, то есть и в нашем веке, да, то есть в 20-м, 21-м. Вот, когда третье дополнительное число выходит как сумма с минусом, то есть минус 2, она очень часто сейчас встречается. Вот, то есть когда сумма идет минус 2, то четвертое дополнительное число у нас отсутствует. Вот минус 2 двойку мы берем, а четвертое у нас, к сожалению, нулевое. Так, заполняем матрицу по данному человеку, который у нас 12 февраля 1979. Единиц у нас 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Так, двоек у нас 1, 2, 3. 3 двойки. Троек у нас 1. Четверок у нас 1 все-таки есть, в отличие от предыдущей матрицы. Пятерок у нас нет. Шестерок у нас нет. Семерок у нас 1. Восьмерок у нас нет. И девяток у нас опять 3 девятки. Как два брата-акробата, да? Вот. Ну да. Смотрите, то есть, когда вы рисуете матрицу, да, то есть, ну, грубо, чертите матрицу, заполняете ее, не ставьте нули, не ставьте прочерки, не ставьте, грубо, да, то есть, что цифра отсутствует, да, то есть, просто оставляйте ее именно так. Ну, это так, на будущее. Вот. Лиль,
о чем мы хотели поговорить сегодня, да, то есть рассказать по поводу, зачем вообще эти матрицы делаем, да, то есть маленький такой ликбез. Ну, что по матрице можно определить характер человека, как ты уже сказала, характер человека, совместимость именно пар, очень интересно. И самое главное, наверное, что больше всех интересует, это вот донорство и вампирство. Так, по энерготипам. Смотрите, то есть вообще, для того, чтобы правильно читать матрицу, во-первых, нужно знать полностью значение всех цифр, да, и их сочетаний, то есть они очень многообразны. Смотрите, я сразу могу сказать, что вот первая матрица, которая 9 февраля, человек-вампир. Почему он вампир? Потому что у него есть большое количество, да, то есть там не видно на камере сейчас. То есть вот смотрите, то есть у человека 5 единиц. Смотрите, сейчас немножко сбилась, буду говорить про другое. То есть за нашу энергию, да, то есть от того, кто мы по энерготипу, отвечают двойки. То есть вампиры, мы доноры, да, то есть биоэнергеты. Сейчас мы это все, в принципе, расскажем по количеству именно цифр. Вы сможете сами себе посмотреть ради интереса. Вот. И от количества этих цифр зависит энерготип. Еще раз. Девочки, мальчики, уже ночь, да, то есть мы немножко путаемся, но это я путаюсь. Вот. Смотрите, то есть когда у человека присутствуют очень большие какие-то другие, очень большое количество каких-то других цифр, да, то есть человеку становится, как бы, ну, не хватает именно энергии для их обеспечения. То есть все остальные цифры – это то, как мы проявляем себя в мире и наши потребности именно непосредственно. Вот, например, первый мальчик – это вампир стопроцентный. Второй мальчик, он биоэнергет, но ему все равно не хватает своей собственной энергии, потому что очень много единиц, еще и девятки их питать. Смотрите, то есть сейчас описание именно по цифрам. Вот, все равно предупрежу, да, что нужно смотреть полностью всю матрицу. То есть, когда у человека нет двоек, вообще отсутствуют двойки. Так, давайте про двойки. 0 двоек. Человек-вампир. При этом, то есть он может становиться гипервампиром. Если у него, например, нет большого количества переборов в каких-то других графах, да, то есть по матрице, то человек просто вампир. Как только начинается перебор, вот, существуют именно нормы. Про нормы мы тоже сейчас поговорим в конце, наверное, да, Лиль? Вот. Сразу человек становится гипервампиром. То есть 1 двойка, 0 двоек вампиру. 1 двойка все то же самое. При переборе сразу же уже из вампира это вампир. Но при переборе он становится гипервампиром. 2 двойки. Это у нас гармонизатор. 3 двойки. Это у нас биоэнергет. 4 двойки. Это у нас донор. Смотрите, а здесь немножко по-другому, в отличие от вампиров. То есть 4 двойки, когда у человека, да, то есть он у нас донор, но если ему есть на что тратить, если у него тоже есть какие-то графы заполнены чересчур, да, больше нормы, вот, поэтому это просто донор. Если таких нет ячеек у человека в квадрате Пифагора, то человек становится гипердонором. И то же самое, 5 двоек это встречается, 6 двоек очень редко, но встречается. 5 двоек, то есть если ему есть на что тратить, да, то есть дело в том, что энергия это то, что нам дано от рождения. Вот, все остальные цифры, то есть это то, на что мы тратим свою энергию. То есть остальные цифры, да, то есть каждая цифра имеет свой энергетический потенциал определенный, да, то есть свою вибрацию. Вот, а двойки, они подкрепляют эту вибрацию, да, то есть и выдают ее в нормальном качестве. Так, 5 двоек это донор и гипердонор. Вот смотрите, по этим расчетам вы можете, по крайней мере, хотя бы приблизительно посмотреть, кто вы вот по энерготипу, то есть вампир, донор, гипердонор и так далее. Более глубоко мы будем уже просматривать это в других видео, потому что это более большие, ну, скажем так, намного больше по изучению всему этому. И, то есть, я думаю, вам будет это интересно на самом деле.
Потому что можно определить все, и характер, и все на свете, и совместимость. И самое главное, что всегда спрашивают, это совместимость. Но смотрите, вот как, Знаете, кстати, матрица, которую мы сегодня смотрели, да, то есть там 2 человека с 5 единицами, да, вот, сразу скажу, что единицы отвечают у нас за характер, за эмоциональность, да, то есть это достаточно эмоциональные люди, вот. Для чего вообще нужно знать, да, то есть вампиры, да, то есть доноры и все остальное, да, то есть и для чего вообще квадраты Пифагора мы используем? Дело в том, что даже очень хорошие эзотерики, они могут путать поведение человека, да, то есть, ну, вот они внутри чувствуют, да, то есть, ну, путать донора с вампиром. Потому что принято как бы так считать, что если человек эмоционален, да, то есть и если он вам надоедает очень сильно, наскучивает, да, то есть и выводит, то это обязательно вампир. Нет, это совершенно не так, потому что дело в том, что вот здесь вот гипердоноры, да, то есть они тоже бывают эмоциональными, они бывают такими агрессивными, то есть если вампиру нужно набрать энергии, то гипердонору нужно ее слить. Вот именно для этого, да, то есть нужно знать такие моменты, и чтобы не кричать на каждом углу, что у меня муж, например, да, то есть как у нас многие клиенты кричат, что он у меня вампир, да, он меня изводит, а сама, то есть поругавшись со своим мужем, которого, кстати, она провоцирует, потому что она сама является вампиром на то, чтобы он покричал и повизжал, после этого сидит и кайфует. Вот эти моменты все можно просмотреть в матрице. Ну и, как я говорила, да, то есть, ну, тут много что можно. То есть и людей сейчас очень многие, кстати, используют этот квадрат Пифагора, особенно на Западе, для того, чтобы подбирать именно сотрудников. Потому что вот опять же вернусь я к этим 2 матрицам, которые мы сегодня рассчитывали, да, смотрите, то есть у людей нет шестерок. Шестерки отвечают у нас за действия. Да, то есть за то, что как человек может действовать именно, идти и делать. Это короткое такое описание, потому что значений достаточно много, да, то есть особенно в сочетании с другими цифрами. Вот эти вот люди, вот эти 2 молодых человека, оба молодых человека, как я понимаю, да, Лиль? Вот. Работ... Покричать они любят, поговорить они любят, а вот работать они точно не любят. Вот. И у первого вообще отсутствует как бы такая, скажем, цель финансовых достижений определенных, а у второго хоть чуть-чуть она есть. Так что вот, ну что, мы прощаемся, потому что видео мы не длинное записываем, да? Вот. Да. Второе видео мы сейчас запишем, наверное, да, сегодня или завтра. Вот. Все, всем до свидания. Счастливенько всем. Все, всем удачи.